Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Вартьюа. Перед началом ролика хочу обратиться к каждому с просьбой поддержать меня. Осталось совершенно немного, чтобы достичь 1000 подписчиков, поэтому мне нужен каждый ваш лайк и комментарий для продвижения ролика и привлечения еще большей аудитории. Уделите немного своего времени, вот немного, вот столечко. И огромное спасибо всем, кто откликнется на мою просьбу. Также у моего канала есть телеграм-канал, ссылка на него закреплена в комментариях. Если что, там нет никакого спама. Только информация о канале, о игре. А еще я создаю свою комьюнити, поэтому мы там общаемся в комментариях. Присоединяйтесь к нам. И всем еще раз огромное спасибо. А теперь перейдем к ролику. За окном поздняя ночь. А я записываю контент, поэтому... Даже не знаю, на самом деле пришли 2 грамм. И есть друиды. Хотелось бы мне показать контент. Это я хочу сделать чернокнижников плюс троллей через алхимика Керри. Ну и, соответственно, это еще и реализация синергии Киры. Но сейчас посмотрим, как оно будет приходить. И от этого я уже буду отталкиваться. О, чувак пропустил 1 раунд, понял. Вообще, если что, то можно реально через лустрик попробовать. Через лустрик будет неплохо. Либо лустрик, либо же винстрик через мехов гоблинов. Одно из двух сейчас получится. От этого сейчас я и буду отталкиваться. Так, что у нас? Мех 1. Зверь 2. Окей. Так. Мана плюс 50 или блестящее кольцо? Колечко, конечно. Колечко со старта. Это то, что нам надо. То, что доктор прописал. Я теперь не вижу, что пишут в чате тага. Я что-то не помню, почему они по одному персонажу выставляют? Они же сейчас так раунды будут проигрывать. Это типа новая мета какая-то или как? Один проиграл раунд, второй проиграл раунд. Вообще, на самом деле, мне еще и звери хорошо приходят. Вообще хочется гоблины плюс мехи поиграть. Но если будут приходить, пока что что-то ну такое не внушает особого доверия, если честно. 300 хп. Возьму, наверное, 300 хп со старта. 300 хп со старта это, в принципе, неплохо. Может, это будут и звери. Если же звери, то я хочу добавить сюда чена. Вот этого орка. Орка-жреца. Под ним будет вообще песня. Но так как звери реально приходят, я на всякий случай звери сейчас возьму. Но хотелось бы мне показать вам контент. Это тролли плюс алхимик через Киру. И алхимик, естественно, Керри. Нормально так мне пришло со старта. Хо-хо. Будь здоров просто. Так как бы и жрецы, и то, и сё. Хочу ли я лустрик? Ну, первый раунд, ладно, я еще потерплю, в принципе, первый раунд. И на первом раунде я могу, в принципе, не на лустрике пока сыграть. Посмотри, как оно выйдет сейчас. Хотя, на самом деле, то, что у меня 2 жреца пришло со старта, это очень сильно. Алхимик пришел. Ну, не алхимик, а гоблин это пришел, это очень хорошо. Но, скорее всего, сейчас проиграю, поэтому, в принципе, нормально. Хотя, лучше не надо. Хотя мне кто-то писал, что первый раз, когда ты проигрываешь, даже имея жрецов, то ты не получаешь ничего. То есть, ты получаешь баночку, но она регенит ровно 1 хп. То есть, сколько ты потерял со старта, столько она и регенит. Тык, тык. Все, на лустрик и погнали. И погнали. Так, это убираем. У меня... Блин, жалко, здесь нет никаких сильных варлоков. Было бы очень сильно. Ну, варлоки это, если что, чернокнижники. Гритеры здесь есть, гоблинов тут куча. Ну, тут реально лустрик. Постовый лустрик, погнали. У меня комментатор. Живая помощь, так сказать. Мой учитель. Не знаю, сейчас буду внимательно смотреть за игрой, но в принципе реально хочется какой-то контент замутить. А раз контент, то это означает что? Правильно. Это надо пытаться, и неважно, потеряю я рейтинг или не потеряю рейтинг. Все равно, совершенно все равно. Но на самом деле тут у чувака на гритерах, посмотрите, раз, двойка. А, ну тут в принципе один тролль бесполезен, конечно. Боже, ну я так не люблю играть против суммонера. Это ж какой же, ну, противный паренек. Вот этот фуривон все равно, сколько я уничтожаю его суммонов, их слишком много. Неужели у меня настолько жесткий клоуки? Да вынесите его уже, а? О, спасибо.
Просто Клокер до Талова дрался. Мужчина настоящий. Это жестко. В принципе, знаете, можно играть так, потом перестроиться в половых жрецов. Если мне, в принципе, жрецы со старта хорошие придут, то можно реально через фуловых жрецов будет сыграть. Но если же здесь, конечно, не будет гритеров до Талова, и не будут... О, чувак, еще один на лустрике. Пандаманты, Шифу. Надо будет смотреть, когда он придет. Оу. Чувак полностью сролил и получил этот предмет. Неплохо. Уважение таким людям, что они взяли и рискнули. Ну, хотя бы одного вынес. Хорошо. Когда ты играешь на лустрике, тебе главное, чтобы ты получал как можно меньше хп. Вот как можно меньше по лицу. Вот реально. Когда ты будешь получать как можно меньше по лицу, то все будет, ну, все будет окей. А если ты будешь получать очень сильно по лицу, то такое. Вот реально то такое. По идее, я скоро должен с ним попасться. По идее. Но он прям на пандах сидит. Он либо сейчас... ну он либо зверей хочет, либо реально панд. Ну, я не смогу, наверное, его переиграть. Хотя... Ну, он сейчас не должен ко мне прийти, по идее. Он должен ко мне прийти где-то на 5-м лустрике. Но даже если не так, даже если он придет на таком раннем лустрике, то ничего страшного. Вот реально ничего страшного. Я надеюсь, что просто никаких-то там ведьмачков сейчас не будет в катке. Мне будет просто намного легче играть. Я бы хотел гоблинов механизмов вам показать. Вот реально хотелось бы гоблинов механизмов. Да, я вижу, что он выставил панду на лустрике. Я это смотрю и вижу уже. Блин, ну минус 7 это много. По идее, сейчас я должен убрать весь стол, и он должен ко мне прийти. По идее. Я сейчас, наверное, даже реально робота уберу. 2 двойки мне пришло со старта, в принципе, неплохо. Кстати, одна панда, может быть, даже и затащит мне чувачка. По идее, сейчас он должен ко мне прийти. Надо сейчас хорошенечко подумать. Нож чешется, значит, получу по лицу сейчас. Сейчас на последних секундах уберу. На всякий случай робота. Не он пришел. Ну ладно. Гоблины мехи. Ну, в принципе, звучит как, да? Звучит. Сейчас, по идее, должен он прийти ко мне. По идее. Он на друидах будет играть. Друиды-звери у него будет 100%. Тут пока непонятно. Тут, скорее всего, будет убийцы через волшебников. 100%. Вот тут я уже вижу. По вот этому столу я вижу, что здесь будут убийцы через волшебников. Что же будет дальше, непонятно. Тут, скорее всего, ведьмак строится. Хотя... Непонятно. На самом деле, сейчас должен он ко мне прийти. И поэтому я сейчас, наверное, весь стол уберу. Да-да-да, я так и планировал. Я сейчас просто жду немножко времени. Пинг у меня нормальный, в принципе, я должен быстро убрать фигуры. Эти... Плохо. Очень плохо то, что так произошло. Сейчас мобы, кстати, будут. На мобов я выставлю сейчас свою синергию. 37 монет. Так, он уже на зверях. Ага. Это он только что выставил. Хорошо. Это пока мы так сделаем. Надеюсь, я сейчас просто мобам даже не откисну этим, потому что мне бы не очень хотелось бы откиснуть мобам. Это было бы очень грустно и печально. На самом деле, я уже могу не на лустрике играть. Ну, то есть я не могу, ну, могу не опасаться его. Вот так правильно это звучит. Могу его сейчас не опасаться. А там посмотрим. Но в целом реально могу сейчас не опасаться его. Он мне сейчас никакую угрозу не представляет. Вообще никакую угрозу не представляет.
Интересно, какой мне сейчас предмет придет? Кстати, хп-реген выпал на этого гоблина. В принципе, неплохо, потому что у него нюк огромный, 500. Это в принципе неплохо. Не, пока тролля не беру. Пока не беру. Пока не беру. Пока не беру. Так, панда, гуляй. Чё по шмотке? Опа! Вот эта вот шмотка, она просто со старта уникальна. Ха! Убрал фулл стол. Не, ну я бы мог ему заруинить, реально сейчас. Убрать тоже фулл стол свой, и он бы играл бы не на лоустрике. Но мне просто места не хватит. Объективно, мне просто сейчас места не хватит, скорее всего. Ну давай, ну ничего, я тебя тоже заруиню. Давай. Просто заруини ему. Чтобы ни себе, ни ему. Вот так. Будешь знать, как так играть. Опа. Вау. Вот это действительно, что вау. Да. Это реально вау. 2 яйца со старта так пришло. Сильно. Очень сильно. Не знаю, может чуть-чуть немножечко взять уровня, чтобы мне 6-й. Может мне сейчас алхимик выпадет. Если выпадет алхимик, то в принципе прекрасно. 2 жреца. Ну тут, знаете, идеально даже игра это перестроиться в жрецов и играть на жрецах. Ну тут есть гриттер. Из-за того, что есть гриттер, я опасаюсь. Мне кажется, он будет до конца в гриттер. У меня прям есть такое вот, ну, вот чувство небольшое, что он будет до конца в гриттер сейчас. Вот, посмотрите, насколько этот предмет мощный. Сколько же он импакта внес, сколько урона. Если бы у меня чуть-чуть сильнее был билд. Чуть-чуть. Минус 10 это много. Минус 10 по лицу это очень много. Не, баф гоблина поставлю, чтобы он приходил. Нужен 8 уровень как можно быстрее. Баф гоблинов на связи, хорошо. Так вот сделаю. Может даже это кольцо поменять и хп реген найти себе. Вот это колечко, например. Но не факт, что оно просто придет. А лучше предмета и нет, кстати. А интересно, 9 убийц. 9 убийц со старта, это серьезно. Зачем мне Кира? Кира мне здесь не нужна. Но то, что у нее 9 убийц со старта, это прям серьезно. Но вообще да, боги чернокнижники еще могу сыграть. Но сейчас посмотрим. Боже, тут Шифу ко мне пришел. У него вроде бы как бы сильнее была сборка, но по итогу он сейчас... А, ну все, я его проигрываю. Хорошо, хорошо. Все, забираю свои слова назад. Я только что хотел сказать, что я его выигрываю. Но оказалось нет. Но минус 3 получать тоже нормально. Разу. Троечки. Но я даже не знаю. Давай так. Давай так. Давай так, вот так. Вот так. Боги, жрецы. В принципе, на самом деле звучит очень даже неплохо, боги, жрецы. Я сейчас, наверное, даже над этим подумаю немножко. Это пусть стоит бог. Все равно. Пусть пока стоит. Но вообще. Тут не особо как бы есть чернокнижники, на которых бы хотелось бы еще сыграть. Но, в принципе, на 9 уровне я реально могу с хорошей синергией быть. Из плюсов. Реально из плюсов я смогу с хорошей синергией быть. Минус 6 получил. Хорошо. Возьму пока немножко богов. Немножечко. Я бессмысленно пока что мне. Богов тут мне не надо. Не знаю, может... Монососку поставлю. Она будет получше. И все-таки Тинкера как-то так поставлю. Пусть они как-то вдвоем вот так вот стоят. Если что кастуют, меньше хп буду тратить.
7 уровень у меня есть. А, сейчас мобы, кстати. Сейчас же мобы. Я что-то вообще этот момент проспал. Сейчас же будут мобы. В принципе, если банша придет, то через банша тройку я реально смогу сыграть. Будет неплохо. Будет очень даже неплохо. Что-то как-то не выходит мне выставить синергию. Точнее, выставить расстановку. Ну ладно. Скорее всего, сейчас кто-то да перепрыгнет из них. Ну, сейчас посмотрим. В любом случае. Можно было бы Джаггера богов. Тоже было бы неплохо. Джаггернаут под богами, он бы крутился, хилился бы постоянно. Но единственное но, у него бы урона, скорее всего, не хватало. Но банши плюс боги чернокнижники, конечно, звучит прикольно. Но только если банши будет приходить, прям хорошо. Это единственное но. Единственное но. Но на самом деле, кстати, как-то приходит. Потихоньку да приходит. Два бога. Вау, синергия Киры пришла. Ха-ха-ха-ха. Но я теперь в замешательстве, если честно, что на чем и как сыграть. Пока троллей, наверное, буду брать потихоньку. Хочется все-таки показать вам чернокнижники, тролли и алхимик Керри. Вот, спасибо, что написал сейчас в чате. Огромное спасибо, то, что он сейчас написал мне в чате. Вот реально огромное спасибо, потому что я реально забыл только что на секунду. Просто на секундочку забыл о том, что мне реально 70 фигур. Боже, опять этот фурион с маной с кучей сумонов. Отвали от меня. Минус. Как бы дал, ну, тебе банш. Не, ну... Чернокнижники... Не так уж и плохо звучат, но тут есть кунг-фу. И вот что делать, а? И то, и это хочется, честное слово. Все хочется сейчас. Тут Эмбер, убийцы. Вот это серьезно, конечно. Но я уже сейчас очень много получаю, чересчур много. По минус 14. Это овер много. Как-то алхимик не приходит, уже 17 раунд. А ну баночки заюзают, сколько мне хп сейчас дадут? 52. Боже, это так мало. Это очень мало. Это очень мало. Я сейчас не знаю. Два бога. В принципе, окей. Вот эту штучку сейчас скипнем. Вот это все скипнем. Мана плюс 50. Ну, в принципе, окей, давай. Мана плюс 50, окей. Я пока не беру предмет третьего тира, потому что я еще не знаю ничего. Банши просто стерли за 2 крита. Ну, не стой встать. Даже так я все равно простоял кучу времени в стане и ничего. Опа. Не, ну это явно не синергия Киры, окей.
Стоял в таком замешательстве, думал, но уже надумал. Уклонение 25. В принципе, ок. Почему нет? По тебе и тебе вот так. Хотелось сделать контента, но что-то пока как-то туговато. Все пока что как-то туговато, ну ладно. Сейчас посмотрим, как дальше будет. Я, возможно, сейчас на 9 уровне еще успею хорошенечко выставиться. У меня, в принципе, банши в двоечку, но если мне придет сейчас 4 банши, то будет вообще все прекрасно. Да, не факт. Не, ну раунд я выигрываю сейчас, а дальше я не знаю. Дальше я пока что не знаю, выиграю я или нет, но, скорее всего, не выиграю. Потихонечку, может быть, я сейчас как-то выигрывать буду. Потихонечку. Обезоружь у меня есть, в принципе, все есть. Банши пришла, спасибо. Да, я думаю, да, 9 уровень. И тогда реально вытащим игру. Я тоже так думаю, что 9 уровень и все, игра наша. Зевс есть еще. Ну, пока я буду через Устрик немножечко играть все-таки, но надо будет брать уровень. 9 как минимум. Еще, я надеюсь, что 2 банши придет, это вообще это будет песня. Еще после жертвы мне нужен будет вообще шикарно. Сейчас посмотрим, как будет идти. Хотелось бы, чтобы хорошо шло. Но как будет, неизвестно. С пула вытащу? Нет, СФ есть в пуле. СФ в пуле есть. СФ, к счастью, в пуле есть. Так, что у нас тут? Звери, 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 убийцы, звери. Магов тут нету, окей. Окей. На самом деле, зеркало мне не надо. Скип. Классно. Но зато буду армористый, жилистый. Боже, что я только что сделал? Не знаю, кстати, вот этот предмет я сейчас уберу. Вау, чувак себе 5 духа элементалиста наролил, обалдеть. Я в стане там вечность буду летать или как? Хорошо, что у меня есть предмет, который за меня дамажит, вот этот. Вот этот предмет идеален на самом деле в богах чернокнижниках. Очень сильный предмет. Боже, я каким-то чудом еще и выиграю. Обалдеть. Вот, и севчик в пуле. Хорошо. Так. Так. 5. Не хватает. Не хватает одного. Вау. Главное сейчас, сломя голову, не ролить. Ладно. Забираю свой слон назад. Главное, сломя голову, ролить. Хо-хо-хо-хо. Вот это да. У меня куча армора 23. О, я в шоке. Но я не ожидал, что такое. Боже, какая-то... Ну, у меня нет слов. У меня нет слов. Обалдеть. Реально, в 90% это победа. В 90%. Не в 100%. В 90% это реальная победа, потому что я уже себе сейчас сделал 6 чернокнижников. Так, хпшечку я не знаю, кому дам. Давай тебе, чтобы станчики были. И, наверное, тебе вот так. И тебе вот так. Ну, если реально Радик придет, то тут он прав. Если Радик приходит, я выиграю эту игру. Так, баночка, 45 хп. Чпуньк. 50. Отлично. О, да, спасибо. Спасибо, забыл. Чисто подсказка. Вот всегда бы так было. Вот, чтобы в онлайн режиме меня просто взяли и так вот подсказывали. Ну, кстати, тут есть дверь, которая меня может выносить спокойно.
Я что-то этот момент вообще как бы упустил. Но зверь тут есть, и его не стоит списывать со счетов. У меня хоть и куча хп регена, но тем не менее он меня может спокойно вынести, так как если он сейчас соберет себе охотника зверя, то я по хп просяду очень сильно. Боже, какая у меня лютая банша. Но ранняя банша в тройку это невероятно сильный герой. Невероятно, просто. Да, ты... Ну... А кто у меня не... Не, я его возьму, чтобы он никому не пришел больше. Но, скорее всего, я буду юзать единственное, что это не его. А кого-то другого. Пусть он стоит. Тайда я хочу. Реально хочу себе Тайда в билд. Тайд в билде это по красоте будет. Реально, Тайд в билде это будет по красоте. О, нет. А не, ну, в принципе, ладно. Так тоже пойдет. Боже, какая она сильная. Не, ну банша в тройку, она овер сильная все-таки. Со старта это огонь. Это пламя. Это адское пламя просто. Она будет выносить все и вся. Нужен Радик. Реально, Радик нужен просто. Будет разрыв. Разрыв всего чего угодно. Ух. Кстати, комментатор реально меня поправил много раз, поэтому уважение таким комментаторам. Армур у меня есть. Я защищен немножко от зверей, от убийц, от гритеров. Не защищен от автохикса, не защищен от кунг-фу. Когда чувак соберет себе фулл кунг-фу, я от него не защищен. То есть от троих я защищен. А, ведьмак появился. Вот еще одна проблема. Заноза в одном месте появилась. Не люблю ведьмаков. Вот, ну просто. Баночка-девяточка называется это. Балтика-девяточка. Я их называю Балтика-девяточка, потому что, ну, чувак не парится от игры вообще. Просто кайфует, играет и все. Я его понимаю. Пришел с работки, ты не хочешь как бы там не париться, что ты там еще. Поэтому ты собираешь легкий билд. Почему нет? Только за. Как-то так. Но реально такие, ну, что я жалуюсь, потому что жаловаться, в принципе, и не за что тут. Чувак хочет поиграть, отдохнуть, а не гореть, поэтому будет собирать самый легкий билд. Все. Не знаю, я бы мог сейчас армор скипнуть, но меня могут просто сожрать очень быстро. Рискнем. Бессмертие, кстати, отличный предмет. Бессмертие отличный предмет, если что, без рофлов. Я бы сказал, даже шикарный предмет. Я даже не знаю, кого апать, если честно. Но и Сепа точно, Некра точно. Кстати, можно Некра в двоечку взять. Попробовать апнуть. Короче, очень опасно это звери, убийцы. У меня есть бессмертие, которое, кстати, меня будет из могилы часто доставать, потому что под бессмертием у меня будет работать скилл банши. И тем самым она будет меня часто выручать. Потому что пока бессмертие будет работать, у меня будет какой-никакой надхил. Даже вот гритеры, когда я буду в их сфере сидеть, в любом случае скилл работает. О, ронящий клинок. Спасибо. Это нам надо. Заберем. Не, какая же это жесткая просто банша в тройку. Ранняя банша в тройку это лють. Но на самом деле я бы хотел какого-то тайда сюда подкинуть. Станы. Контроль лишним не будет. Зевс как-никак может прийти. Лича я ставить не буду. Магов здесь как бы я не наблюдаю. Хотя вроде бы как они выстраиваются. Очень опасен зверь и очень опасен убийца. Но еще я, кстати, забыл совершенно за ведьмака, который тоже будет очень сильным. Совершенно за него забыл. Вот как-то из головы за него вылетело и все. На самом деле, может банш тогда не делать с блинком, хотя это 50 маны. Вот этот предмет я пока не хочу скипать. И обезоружье тоже не хочу скипать. Два предмета, которых я скипать вообще не хочу. Ну, не горю желанием от слова совсем. То есть, пока что. Если придет Радик, то я 100% заменю на этот. И Алое Сердце. Два предмета я заменяю сразу. Так, это ТБшка.
Это Балтика девяточка у нас. О, монососка пришла. Это плохо. Сейчас, конечно, нормально будет, но в любом случае это было плохо. У меня были большие шансы проиграть игру. Ну как, не игру, но раунд. Но все равно, когда ТБ вырастет, он будет очень жестким, потому что вот это вот Леон, который присасывается ко мне, это просто, ну... Печаль, беда. Буду 10-й брать. Тебе Лич нужен или не нужен? Я не пойму просто сейчас, что он тарит. Вроде бы и того немножко, и того, и того. Вообще можно реально 10-й себе сейчас взять. Сейчас этот раунд пройдет. Я получу себе 20 очков опыта и просто возьму себе быстренько апну 10-й. Несмотря на то, что я уйду немножечко в минус инкам. Вот несмотря на это. Тьфу-тьфу-тьфу. Но тут реально очень сильные персонажи есть. Рапира! Рапира! Обалдеть! Рапира! Хо-хо-хо-хо! Хо-хо-хо-хо! Рапира у чувака! Обалдеть! Рапира! Обалдеть! И в ТБ! Но это ГГ. Рапира в ТБ это... Что могло пойти не так? Вот. Ха. Рапира в ТБ. Вот что могло пойти не так. 712 урона. Чтобы вы понимали, будет у него 2 рапиры. Он сейчас может меня вынести просто в пух и прах. Но вот реально, что могло пойти не так? Вот что могло пойти не так. Вот краткое пособие, что могло пойти реально не так. Вот. Вот оно. О, какая же это жесть. У меня не так много урона, чтобы вынести его. Вот он пришел сейчас ко мне. Вот эта рапирка. Ну, у меня, ну... Я очень сомневаюсь, что я смогу его вынести. У меня прям такое, ну... Сомнение закрадывается. 2 рапиры, просто 2 рапиры. 1200 урона. А чё, где моя рапира тогда? Вот я его вынес. Где моя рапира? Понял тебя, дорогой мой. Понял. Рубик медведя призывает. Кстати, да. В принципе, можно заузить, попробовать будет. Мне надо Вич-доктор в 2. Точнее, в 3 я его хочу. У него будет каски 9 штук лететь. Поэтому его я хочу апнуть. И, наверное, я хочу все-таки некро апнуть в 3. Вот 2 персонажа, которые я хочу в 3 апать. Всех остальных персонажей я не хочу апать. Не особо так важно. Алое сердце. Серьезно, короче. Все это очень серьезно. Мне нужен Радик. Нужен Радик. Алое сердце. Пару шмоток на магический урон. С 5-го тира мне нужен только Радик. Вот реально нужен только Радик. Так, а здесь мне алое сердце нужно. Пойдет, в принципе, еще парочку вещей. Воу, хо-хо-хо. Берем. Этот предмет скипаем, этот предмет берем. Не, ну обезоружь нужно оставить. Я теперь в замешательстве. Так. СФ в дойку возьмем. Этого оставим, пока не будем апать. Там есть намного серьезнее персонажи, которых я хочу видеть. Что там ОТБ? Ну, ребята, ну это прикол. Некоторые предметы реально нужно убрать. Ну.
Да, я таки думал, что можно убрать волшебников, но мне волшебник дает манореген, вот в чем плюс еще. Так, чувак какой-то уничтожен. А, это, наверное, не тот. ТБшник остался со своей рапиркой. Может быть, я таки сделаю. 4 реальных бога и 4 реальных варлока. Но просто мне есть демон, который мана-откат делает. Это тоже очень хорошо. Кстати, я немножко не так сделал. Сюда надо предметы. Я волнуюсь. Реально волнуюсь. Это жестко. То, что сейчас происходит, это очень жестко. Сейчас игра прям очень потная. Рискую. Некромикон, доспех экзорцизма. На самом деле хочу взять этот доспех. Те некромикон очень сильный будет. Но лучше, наверное, доспех. Никакие станы меня ничего не задейфают. Ну, не сможет застанить. Это хорошо. И всякие хиксы не прилетят в лицо. Тоже отлично. Хотя на самом деле сейчас броня экзорцизма немножко сломана. Поэтому хекс мне в любом случае может прилететь. Но хотя бы всякие станы и тому подобное я смогу с себя сбросить. Самые такие неподходящие, которые будут меня прям напрягать. То есть самое основное я скипну. Это очень хорошо, что я скипну. Бессмертие еще есть, который меня тоже может подсейвить. Вертолетик прилетел. Мана соску я хочу забрать. На самом деле, я бы кольцо на ману бы убрал, если бы там не было ведьмака. Рефрешер. А рапиру выбили. А у кого рапира? Боже мой, кто рапиру получил? У кого рапира? Это сейчас огромная проблема для меня. У кого рапира? Это, конечно, не особо жестко. Это реально не особо жестко у того чувака. Здесь я, кстати, Рубика беру из-за того, что он может медведя сейчас насумонить. Лютая проблема. Кого ж у него рапира? Он ее никому не дал. Но я надеюсь, она у него вылетит. Я хочу ее забрать. Рапиру дай сюда. На самом деле не вся фигура, а несколько. А на СФ я не буду собирать. Рубика, Вич-доктора и Никра. Как же это жестко. Он в тройку Марси соберет. Он закинет ему рапиру и, может быть, выиграет. Но не стоит забывать то, что здесь есть еще вот этот вот парень, который меня может с 2 плюх вынести. Кстати. Реально, у меня ж один керри, он может меня просто с 2 плюх вынести, этот чувак. Это огромная проблема для меня. Ну, сейчас посмотрим. Ну, ТБ уже не такой страшный. Рефрешер он мне особо... Отвянь. Все. Мана пошла. Мана пошла. Хорошо. На самом деле, если масочка на отхил еще придет, то, в принципе, неплохо с 5-го тира. Но на самом деле, мне бы какая-то там цепочка, магический жезл, который дал бы мне каст, сразу было бы неплохо. Сюда. Зевс вообще не приходит. У меня 10-й... Напишите вот сейчас в комментариях, с какой минуты у меня 10 уровень. И мне не приходит Зевс. Вот напишите, с какой минуты у меня 10 уровень. И сколько раундов я уже проролил, что мне Зевс не пришел. Вот кунфут здесь жесткий. Ну и есть чувак, который сейчас рапирку отдаст. И будет жестко мне. Потому что он меня может за хрону снести. Это огромная проблема для меня. Снести меня за хрону он может спокойно. Вот прям реально спокойно за хрону может снести.
Сейчас посмотрим, что мне придет. Стальная пластина. Зевс вообще не хочет приходить. Он просто забыл, что такое игра. Не, рефрешер мне не нужен. МКБ мне тем более не надо. Хекс. Я возьму Хекс. Магический урон был всегда хорош. Магический урон был реально всегда хорош. Что может быть жестче, я пока что не знаю, но догадываюсь. Может, реально безоружие сейчас стоит поставить. Демоны все равно не работают. А безоружие, кстати, будет неплохо. Обезоружить своего противника нормально. Вот сейчас кунг-фу. Очень опасен кунг-фу для меня. Хотя у меня есть как бы против него пару плюх. Но в любом случае есть кунг-фу. Ну, вот что происходит. Вот. Мне может сейчас такой шот прилететь. Но я не знаю, каким образом я его вообще вынес. Вот самый опасный был для меня кунг-фу. Все, для меня никто больше не опасен в этой игре. Вот никто. Все, у меня развязаны руки. Зевс. У меня просто развязаны руки. Вот реально. Я сейчас делаю все, что хочу в игре. Меня сейчас... Я никого не опасаюсь теперь. Вот вообще никого. Только чувака с рапирой, наверное, буду опасаться. И то, где он? То чувак с рапирой. Кто у меня чувак с рапирой? А ни у кого рапиры нет. Так что все, гуляйте лесом, ребята. Нет рапиры, гуляйте лесом. Так, Хекс, постой в Хексе немножечко, дорогой мой сладкий. Боже, не, ну у Банша тройка со старта, это нечто. Зевс еще один. Боже, мне Зевс так, ну, под конец игры пришел. Зевс под конец игры пришел, спасибо. Так, убери автопокупку. Хочу Вич-доктора вдвое, в троечку. Касок мало не бывает. Ну вот, кстати, все, рапира есть. То, чего я опасался, сейчас у чувака есть. Ну, сейчас посмотрим, как я его переживу. Не, ну это жестко. Боже, ну нормально так он мне лицо плюхает, если честно. Рапиру на базу. Спасибо. Где моя рапира? Реально, где моя рапира? Я не понял. Где моя рапира? Ну, у него моя рапира или что? Ого. Ого. Ты мне скажи, у кого моя рапира? У тебя или не у тебя? Ты. Я таки не понял, кто рапиру забрал. Кто забрал рапиру? Кто? У кого рапира? Короче, я не понял, где моя рапира, куда она улетела, но ладно, в принципе, я считаю, катка была очень интересная, особенно когда Банша в тройку пришла со старта. Это была вот такая вообще катка, поэтому всем спасибо за просмотр, не забывайте оставить свои лайки, комментарии, а также подписываться на мои каналы. Ссылки находятся в описании. Всем удачи!